Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладно и я». Сегодня мы будем говорить о том, что может предложить мужчина женщине и как отличить выгодное предложение от невыгодного предложения, на что стоит соглашаться, на что не стоит. Я сегодня буду говорить о самом худшем предложении от мужчины. Самое интересное, что по статистике на это худшее предложение большинство женщин реагируют согласием. Они его принимают, они с ним соглашаются, и они очень сильно страдают от того, что они его приняли. И они не знают, как себя вести иначе, и поэтому имеют то, что имеют. Итак, что же за худшее предложение от мужчины? Худшее предложение от мужчины для женщины – это неопределенность. Это «я не знаю, кто мы с тобой», «мне еще надо подумать», «я еще не созрел для следующих отношений, но мне с тобой так приятно общаться», «не, ну вообще, если тебе хочется, мы, конечно, можем встречаться», «я настроен только на дружеский секс», «я сегодня так страдаю от того, что моя бывшая вынесла у меня мозг, что я готов только принимать заботу», там тра-та-та, а потом я еще не готов ничего решать, еще одно решение, и вообще, чего ты от меня хочешь, я мужчина свободный. Я тебе предлагаю такую же свободу. Но что женщины делают в этой ситуации? То есть мужчина предложил, никаких гарантий я тебе дать не могу. Я не даю тебе вообще никакого взгляда хоть на 2 шага вперед в наше совместное будущее. Я могу исчезнуть в любой момент, как попрыгунчик, и улететь на юг с птицами или бабочкой куда-нибудь еще уметнуться. Я исчезну без предупреждения, потому что предупреждение в этой ситуации будет тоже своего рода определенностью. Я захочу от тебя уйти, я тебя предупрежу. Здесь никаких определенностей нет. И женщина начинает на этом вулкане жить. Она принимает это предложение, она делает худший выбор из возможных любых выборов, она его принимает и начинает пытаться привязать к себе этого мужчину. Можно ли его привязать? Фактически нет. Даже если вы от него забеременеете, и даже если вы его на аркане под дозой сумасшедшей снотворного затащите в ЗАГС и его рукой поставите подпись на регистрации брака вашего, удержать этого мужчину возле себя вам будет невозможно. Он будет якобы вашим мужем, но вы не будете не знать, чего от него ждать, вы не сможете оставить на него ребенка, вы будете не уверены, что он вас будет поддерживать в декрете, и вообще вы не знаете, сколько баб у него будет, пока вы будете рожать. Вы ничего этого знать не будете, вы будете жить на сплошном вулкане. Возникает вопрос: ё-моё, а что же делать? Мужик-то вроде неплохой. На самом деле, вот этой неопределенностью грешат многие мужчины, как хорошие, так и мудаки. И поэтому при неопределенному предложению отличить, кто мужчина, какой он, хороший или нехороший, вы не сможете. Но ваша реакция на его предложение сделает из этого мужчины, вот тот, который предлагает неопределенность, сразу либо вы даете ему шанс стать нормальным мужчиной, либо продемонстрирует мудака. Какая ваша реакция? А теперь про реакцию, про самое интересное. Таких мужчин пробирает только игнор. Для них лакмусом, вот помните, мы в школе на химии делали лакмусовую бумажку, опускали в соляную кислоту и еще там в какую-то кислоту, она меняла свой цвет. У меня по химии была 4, 3, в общем, не помню я его. Но было лакмус, знаете, да? Так вот, ваш игнор этого мужчины будет для него и для ваших отношений потенциальной лакмусовой бумажкой. Почему? Если вы отпускаете в игнор стоящего мужчину, а он в вас увидел интересную для себя партнершу, он сделает все, чтобы вам предложить что-то конкретное. Допустим, он придет и скажет: знаешь, я вот подумал, я был неправ. Да, конечно, жениться сейчас я не готов. Но я могу тебе гарантировать, что мы с тобой вот в течение года поженимся. Если в течение года не поженимся, считай меня последним балбесом. Либо, ты знаешь, я сегодня готов только вот там к каким-то таким отношениям. И я предлагаю, если тебя это устраивает, вот там 3 месяца мы встречаемся в таком режиме, а через 3 месяца мы с тобой решаем, мы нам дальше по пути, не по пути. То есть вы игнором вынуждаете мужчину к конкретному действию. Конкретному решению. У него есть что вам предложить. Даже у мудака есть тоже что предложить. Открою секрет. Но конченый мудак в
впадает в истерику. Он начинает писать вам везде, он начинает звонить в ваш телефон, вылезать из всех смс-ок, из всех социальных сетей, он начинает теребить ваших друзей, знакомых, он начинает рассказывать всем, какая вы сучка, какая вы неблагодарная, сколько денег он потратил на ваше первое свидание. Он начинает делать все, чтобы показать свою вонючесть. Отойдите от этого. Не участвуйте в этом. Продолжайте его игнорировать. И либо он все-таки поднимется на ступенечку, когда он станет мужчиной нормальным, будущим, будет готов вам что-то предложить конкретно, либо он так останется мудаком. Ну, пусть его история помнит в роли мудака, а вы для себя просто дали себе шанс. Кстати, женщина-то ждет от мужчины чего? Женщина ждет определенности своего статуса, положения, перспектив отношений. Так вот, когда вы мудаку такому отказываете, вы получаете ту пресловутую свободу. А она и есть определенность. Вы свободная женщина, вам не надо ждать, пока мудак дозреет и упадет, как груша с дерева. У вас все есть. Выбирайте дальше. Поэтому, мои дорогие, принимайте правильные решения, не соглашайтесь никогда на неопределенность. Пусть всегда мужчина предлагает вам что-то и отвечает за свои предложения. А вы выбирайте лучшее для себя, для своего счастья. С вами была Алла Касаткина. Свои комментарии, вопросы пишем здесь, под этим видео. Жмем лайки, подписываемся на канал. Ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки.